Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы сделать обзор на White Numen Tarot, или же Таро Белого Божества от Liminal 11. То самое издательство, которое выпустило всем знаменитое Таро современной ведьмы. Премьера данной колоды в Европе состоялась 2 февраля 2021 года. Ее стоимость $21. Автором является Альба Биджей. Итак, колода поставляется в прочной картонной упаковке, которая выглядит следующим образом. С обратной стороны у нас есть миниатюры 8 карт и описание. Осветите свой путь в духовное царство. Вдохновленные древними ритуалами и историями о священных духах животных, Таро Белого Божества формирует путь к воссоединению человека с миром природы и духовным царством. Потрясающая и оригинальная колода Таро Альбы Балесты Гонзалес. Здесь у нас указана стоимость, но на крупных торговых площадках вы можете ее приобрести подешевле. Скажу честно, это моя первая колода от данного издательства, поэтому я была приятно удивлена и самой упаковкой, поскольку она очень необычная, интересная. На магнитной застежке внизу вторая часть коробки очень легко, но не всегда вынимается и выглядит следующим образом. Внутри у нас находится инструкция и карты. Давайте начнем с инструкции, которая поставляется в твердой упаковке и состоит из содержания, предисловия, в котором говорится о связи человека и зверя в древние времена и также в современном мире, и значение слова «нумен». Поскольку, здесь, честно скажу, все поэтически закручено, то, говоря простыми словами, нумен – это в римской мифологии божественная сила, определяющая судьбу человека. Дальше вступление, в котором автор рассказывает о ее заинтересованности Таро, о создании данной колоды. Раздел «Старшие арканы», в котором дана общая информация о самом Таро, о старших арканах, и интерпретация здесь у нас, которая состоит из цветной миниатюры карты, ключевых слов, также общая информация по аркану и символизм, который изображен на карте. Таким же образом у нас представлены и младшие арканы. В разделе «Младшие арканы» у нас общая информация о младших арканах и мастях. Также интерпретация, которая, в данном случае интерпретация состоит младших арканов из нескольких предложений, в которых прописан символизм той или иной карты. Поскольку в колоде имеется две дополнительные карты, белое и черное божество, то давайте рассмотрим одну из них в МБК, чтобы мы разобрали не только значение доп. Карты, но и проанализировали, как много дает нам информации данная инструкция. Давайте интерпретировать белое божество. Итак, ключевые слова. Творение, отправная точка, божественное вдохновение. Отец богов свободно бежит по девственным земным равнинам. В кажущейся невесомости, подобно бизонам на древних наскальных рисунках,
Он пересекает мир, следя за тем, чтобы все творение было в порядке. Над ним открывается измерение, и сила Солнца сияет между его рогами. Бронзовые звезды и птицы направляют его, когда наступает утро. Белый нумен символизирует созидание через действие. Совершенный и божественно вдохновленный путь, который создан из движения и импульса. Действуйте, внедряйте инновации, творите мир заново. И после у нас также есть информация о том, как интерпретировать расклады, как читать карты и непосредственно примеры самих раскладов. Однокарточный, четырехкарточный, шестикарточный под названием «Связь с Божественным» и еще один шестикарточный «Путь колдуна». Знаете, я думаю, что стоит посвятить время для данной инструкции, тем более здесь текста не так уж и много, ведь вы в МБК можете найти для себя значение тех символов, которые вам непонятны. Ну что ж, давайте переходить к нашим картам. Итак, что касается качества карт, это мое первое знакомство, как я уже говорила, с данным издательством, но у меня щенячий восторг. Знаете, когда я впервые взяла колоду в руки, мне вот показалось, что карты склеены. Знаете, но нет, они толстые и плотные. Покрытие здесь умеренно глянцевое. Карты не скользкие, очень приятно сидят в руке. Цветопередача и качество печати очень классные. Срез здесь идеальный, гладкий, ничего нигде не кошлатится, не сыпется. Знаете, очень здесь интересный стиль. На всех картах присутствует зернистость. Давайте вот так здесь будет видно. Присутствует зернистость, и знаете, как по мне, она отлично вписывается в стилистику карт и не бросается в глаза. Я любитель безрамочных карт, но некоторым колодам вот рамка идет. И знаете, здесь в данном случае она более узкая и смотрится достаточно гармонично. При покупке колоды также я всегда обращаю внимание на такие карты, как императрица, верховная жрица, отшельник и королева пентаклей. Но, как бы смешно это ни звучало, меня так очаровала эта карта шута, что я забыла даже посмотреть на свои карты must-have. Рубашка здесь выглядит следующим образом. Здесь нет двустороннего рисунка. Эта информация, конечно, для тех, кто работает с перевернутыми арканами, и данный аспект играет важную роль. Знаете, вот у меня такое впечатление, что рисунок на рубашке выполнен цветными угольками. Ну что ж, давайте уже не будем тянуть и поближе познакомимся с нашими арканами. Итак, поехали. Дурак. Маг. Верховная жрица. Честно скажу, у меня верховная жрица немножко вызывает такие двоякие чувства.
императрица, император, иерофант. Очень красивая она здесь. И знаете, она мне вот больше... Эта женщина на аркане иерофанта у меня больше ассоциируется все-таки с императрицей. Влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник. Знаете, вот мне было интересно, почему изображен на данной карте именно лось. По сути, если автор интересовалась и изучала архетипы, значит, это животное изображено не просто так. Но я немножко покопалась в интернете, и наш любимый дедушка Google мне подсказал, что благодаря покровительству данного животного развивается интуиция, и можно заранее узнать о надвигающихся неприятностях, нечестных друзьях и неправильных решениях, которые могут негативно повлиять на ситуацию. А практики используют символ лося, чтобы наладить работу с подсознанием. Благодаря этому зверю можно научиться легко, скажем так, скользить между реальным миром и внутренним миром. Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Смерть. Тоже очень интересно изображена смерть, но вместе с тем некоторый символизм по Уэйту сохранен. Очень нетипичная смерть. Умеренность. Дьявол. Кстати, это изображен Люцифер. Его левый глаз лишен зрения и покрыт синяками от пережитого. Черная сзади масса символизирует творчество, соблазн и вдохновение. Это я не сама придумала, это то, что кратенько описывает автор. Башня. Тоже очень интересно выполнен данный аркан. Скорее, так больше ассоциируется с мастью мечей. Звезда. Луна. Солнце.
суд, мир. Очень мне нравится мир, очень здесь такая красивая. Я думаю, можно было бы тоже таким образом изобразить императрицу. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Да, в некоторых картах масти жезлов очень интересно изображены масти, именно жезлы, да, в форме змей. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Туз кубков. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. О, королева кубков. Король кубков.
Туз кубков. О, прошу прощения, туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. У меня эта карта ассоциируется, когда, знаете, лежишь на диване и вообще ничего не хочется. А выражение лица у нее такое, как будто она думает, блин, и завтра нужно идти на работу. Пятерка мечей. Я прошу прощения. У меня собака любит буянить. Очень скучает, когда нас нет дома. И на радостях. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Вот знаете, я бы их поменяла местами. Но вот это более такая, знаете, огненная, вот такая страстная женщина. Это именно вот этот огонь голубой делает ее более холодной. Я на нее, когда посмотрела первый раз, у меня были ассоциации с королевой мечей. И я была очень удивлена, почему ее выбрали как королеву жезлов. Король мечей. Может, действительно перепутали? Туз пентаклей. Обратили внимание, что все здесь зеленое, и даже ногти зеленые. Двойка пентаклей. Мне очень нравится, кстати, здесь масть пентаклей. Я вообще люблю масть пентаклей, и у меня, ну, потому что, как я уже ранее говорила, я земной знак, и, не знаю, люблю вот масть пентаклей. Здесь очень-очень мне нравится, знаете, если в других колодах я бы более так, ну, нейтрально, ну, супер, а здесь очень, еще зеленые цвета. Я очень люблю зеленые, не знаю, как так совпало, но я здесь в восторге от масти пентаклей. Четверка пентаклей.
5 пентаклей. А вот это напоминает меня, когда я плачу, что у меня нет денег на новую колоду. 6 пентаклей. Или нет денег на новую колоду, или нет места в шкафу на новую колоду. Для новой колоды. 7 пентаклей. Восьмерка пентаклей. Знаете, я здесь не комментирую карты, потому что я ничего интересного не нашла в инструкции, поэтому мне нечего сейчас сказать. Если я находила какие-то интересные моменты, да, например, как в «Отшельнику старших арканах», тогда я это комментировала. Сейчас, я не могу ничего комментировать, что-то вот то, что касается карт. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Какой мужчина. Постой, постой, куда ты, мужчина? Рыцарь пентаклей. Здесь королева пентаклей. Пусть будет. Как один человек говорил, якщо вже є, то хай вже буде, а що ж робити? Король пентаклей. Черное божество, дополнительная карта, да, которая, если мы говорим вот о давайте сделаем следующим образом, я думаю, будет. Поскольку я уже читала о белом божестве, я могу сказать несколько слов о черном, да, то, что нам говорит сам автор. Ключевые слова, да, это у нас пустота, ожидание потери, коррозия. Черный нумен в этой колоде символизирует цепляние за то, что может показаться уже потерянным. Это также может значить отвлечение и смятение. Это вызов убеждениям и вере, но сознанием того, что они вернутся. Вот в инструкции было так написано, что да, два нумена стоят перед лицом собственного исчезновения. И когда их поглотит дымка, их священная природа исчезнет, и они снова станут простыми животными, но с обещанием вновь встретиться с Божественным. Подводя итоги, могу сказать, что знакомство с данным издательством посредством этой колоды у меня прошло на ура. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Данная колода одна из тех, которая будет говорить правду не в бровь, а в глаз. Я, знаете, когда я ее впервые взяла в руки, я
мне показалось, да, что у нее энергетика справедливого судьи. И немножечко даже вот такая резкая. Я бы ее сравнила, знаете, со строгим учителем. Я даже на минуточку задумалась, не приобрести ли мне колоду современной ведьмы. Кстати, если она у вас есть, пожалуйста, напишите, как она вам в работе. С того, что мне известно, она на Амазоне является вот бестселлером, но как-то у меня складывались так обстоятельства, что я ее не приобретала, да, я боялась, чтобы не было вновь деньги, выброшенные на ветер. И, кстати, мне очень там нравится карта отшельника. А возвращаясь к нашей героине, эта колода очень классная, ее очень приятно держать в руках, все на высшем уровне. По сравнению, к сожалению, с последней колодой данного издательства New Chapter Tarot, где карты очень тонкие, размер как в игральных картах, и многие покупатели очень-очень недовольны. И говорят, что несмотря на то, что написано, что она как бы по Райдеру-Уэйту, она больше по Кроули. И вот эта колода, да, так возвращаясь к ней, она очень глубокая, она необычная, ее интересно исследовать. Я очень сомневаюсь, что она подойдет начинающим. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта колода, задумывались ли когда-либо над ее покупкой, какие ощущения во время просмотра она у вас вызвала. А я благодарю всех за просмотр. До новых встреч. Всем хорошего дня. Пока-пока.